Трамп предложил Путину вернуть россиян на Аляску. Шел на работу, а тут дрон. В России чуть не погиб губернатор. На этом участке фронта все могло пойти по худшему сценарию. Какова картина сейчас? Подробности от Генштаба. Фейерверки, камни и петарды. Столица и крупные города превратились в поле сражения между оппозицией и сторонниками президента, которого критикует Москва. Очередного украинца задержали в Польше за флаги УПА, но не все так просто. Вы не поверите, но в России запретили русского. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп готов вернуть россиянам Аляску. В некотором смысле, как пишет The Telegraph, президент США рассматривает вариант предложить Владимиру Путину доступ к природным ресурсам этой бывшей российской территории, а ныне американского штата, в обмен на прекращение войны в Украине. Среди других возможных уступок – частичная отмена санкций против российской авиаотрасли, включая разрешение на поставку запчастей и оборудования для обслуживания российских самолетов. Издание утверждает, обсуждается и еще одна спорная идея – дать Москве доступ к редкоземельным металлам на оккупированных территориях Украины, в частности, к двум крупнейшим месторождениям лития. Правда, они и так теперь находятся под контролем России. Но кроме морковки у Трампа есть и кнут. Хозяин Белого дома намекнул, что ждет Путина, если тот откажется прекратить войну. Последствия будут. Мне не нужно говорить. Последствия будут очень серьезными. Президент не стал раскрывать деталей, будут это санкции или тарифы, но между делом вспомнил иные прецеденты. Но знаете, если мы сможем спасти много жизней, это было бы здорово. Я остановил 5 войн за последние 6 месяцев. И вдобавок ко всему мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Уничтожили его. Кажется, достаточно прозрачный намек. Как думаете? Пишите в комментариях. В ночь на четверг небо над Волгоградом снова вспыхнуло. Жители сообщали о гуле двигателей, очередях ПВО, мощных взрывах и клубах дыма. Не знаю, видно, нет. Вон горит. А вскоре стало ясно, горит нефтеперерабатывающий завод. Под удар попал НПЗ «Лукойла». В соцсетях появились видео с места событий. Огонь, густой дым, работа пожарных. Подтверждает это и картинка со спутников НАСА. Местные власти были вынуждены признать, произошло возгорание и утечка нефтепродуктов. Но дроны ни при чем, виноваты опять обломки. В довесок в местном аэропорту ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Такая движуха сегодня в районе, короче. Утром ударный украинский беспилотник атаковал правительство в России. Речь идет о правительстве Белгородской области. Повреждения получил фасад и окна многоэтажного административного здания. В результате налета чуть не пострадал лично местный губернатор. Доброе утро, точнее не совсем доброе утро. Сейчас шел пешком. В это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения. И это несмотря на плотные заставы ПВО, которые призваны сбивать украинские беспилотники. Важная информация об участке фронта возле Доброполья, где на днях возникла критическая ситуация и говорилось о прорыве фронта российскими войсками. Ситуацию прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там заверяют, главнокомандующий Сырский перебросил на Добропольское и Покровское направление дополнительные силы, включая бойцов первого корпуса Азов. Вместе с соседними подразделениями они наносят российской армии ощутимые потери. Ситуация начинает выравниваться. Украинские силы обороны методично находят и уничтожают врага. 11 августа аналитики Deep State заявили, оккупанты активно продвигаются в районе Доброполья, и быстрый захват населенных пунктов может открыть им путь вглубь украинской территории. Экс-начальник штаба 12-й бригады спецназа Азов Богдан Кратевич Тавр даже предупредил президента Владимира Зеленского, что Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка в полуокружении. WhatsApp не сдается и намерен бороться с попытками российских властей блокировать этот мессенджер.
WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение. Именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране. Накануне Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram официально из-за многочисленных обращений граждан, которых якобы обманывают, вовлекают в диверсии и терроризм. Министерство цифризации обещает вернуть звонки, как только мессенджеры подчинятся российским законам. Неофициально государство хочет знать, что пишут и говорят друг другу граждане. Кроме политического, есть и коммерческий мотив. Как сообщил недавно Forbes, инициатива пошла от крупнейших операторов мобильной связи. Там пожаловались, россияне все реже звонят по обычной связи, а значит меньше платят. Итак, официально борьба с мошенниками, неофициально борьба за прибыль и контроль за разговорами. Знаем, нас смотрят немало людей в России. Пользуйтесь WhatsApp. Сработала ли блокировка? Напишите в комментариях. Очередное задержание украинцев в Польше за так называемый бандеровский флаг. В этот раз речь идет о 17-летнем парне, который рисовал красно-черную символику и оставлял антипольские лозунги на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии. Правда, есть большой нюанс. Координатор польских спецслужб Томаш Симоняк заявил, подросток действовал по указке иностранной разведки, чтобы разжечь вражду между поляками и украинцами. Премьер Дональд Туск назвал это идеальным подарком для россиян и напомнил, Москва уже не раз использовала украинцев и белорусов для провокаций в Польше. В июле премьер заявил о задержании более 3 десятков человек за шпионскую и диверсионную деятельность в интересах Кремля, в том числе за ряд поджогов. Белград, Новый Сад, Ниш и еще несколько городов. Вся страна накануне стала ареной жестких столкновений между оппозицией с одной стороны и сторонниками президента и полицией с другой. Александр Вучич возложил вину за произошедшее на оппозицию. Сегодня вечером в Нови Саде творились ужасные вещи, и они продолжают их совершать. Но когда вы проявляете волю и желание решать проблемы с миром и терпением, то в конечном итоге это всегда приносит победу. Только оппозиция утверждает обратное. Именно сторонники президента бросали фаеры и петарды в протестующих. Они рассказали, что однопартийцы Вучича использовали палки и дубинки для нападения на них. Вучич заявил, что только в Нови Саде травмы получили десятки его сторонников. Он пообещал, что бандитам и хулиганам пощады не будет, и даже лично вышел к своим сторонникам у штаб-квартиры партии в Белграде. Президент сказал о срыве, цитирую, «сценария, спланированного кем-то из-за рубежа». Кто этот загадочный сценарист и где сидит, Вучич не сказал. Правда, в последнее время его периодически критикуют из Москвы за якобы поставки боеприпасов Киеву. Протесты в Сербии начались в прошлом ноябре. Протестующие требовали объявить досрочные выборы. Ни дня без новых табу в России. На этот раз запретили русского. Речь идет о песне знаменитой группы «Ленинград». Василий Островский суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в стране эту и еще 4 композиции: «Кандидат», «Нет войне», «ЧПХ» и «ОСПА». Экспертиза Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования решила, в этих песнях есть угрозы, цитируем, духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому здоровью несовершеннолетних. Правда, конкретные фразы, которые якобы опасны, эксперты указать не смогли. Поводом стала жалоба сенатора Маргариты Павловой, отправленная в прокуратуру еще в 2024 году. Вместе с песнями суд запретил 10 интернет-страниц с их текстами, но все 5 композиций спокойно можно найти на других ресурсах в интернете. Интересно, что в последние годы лидер группы «Ленинград», хотя и не топил за войну, все же по некоторым вопросам занимал выгодную властям позицию. Что случилось? Как думаете? Напишите в комментариях.
Скоро голливудскую улыбку смогут позволить себе не только звезды и богачи. Британские ученые, да-да, пресловутые британские ученые нашли простой способ к сохранению зубной эмали. Исследователи из Королевского колледжа Лондона заявили, решение проблемы разрушенной эмали все время было у нас под рукой. Нужно было только хорошенько почесать голову. Оказывается, вещество, способное не просто замедлять, а полностью останавливать эрозию зубов, это кератин, а он содержится, между прочим, в волосах. Эксперименты показали, кератин образует на зубах прочный кристаллический слой, притягивающий кальций и фосфаты из слюны. Результат – защита и восстановление эмали без токсичных пластиковых смол и традиционных пломб. Ученые уверяют, через 2-3 года специальные процедуры уже могут быть доступны у стоматологов, скорее всего, и в составе зубных паст. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.